Приветствую, дорогие друзья и гости моего канала. Это заключительная 7-я часть мастер-класса по вязанию лабубу. Сегодня я покажу, как оформить игрушку до конца. Сделаем вышивку на мордочке, утяжку бровей и аккуратно пришьем все детали. На этом серия по созданию самого лабубу будет завершена. Ранее в прошлом видео я спрашивала, хотите ли вы отдельный мастер-класс по одежде. Но раз ни одного комментария не было, я решила не тратить ваше и свое время зря. Одежду для лабубу я все равно свяжу и позже обязательно покажу результат в формате короткого видео. Возможно, он вдохновит вас на свои варианты оформления. Спасибо всем, кто был со мной в этом процессе. Мне было очень приятно делиться с вами этим волшебным проектом. Ну а сейчас приступаем к оформлению игрушки. Я все детально покажу. Для начала сделаем разметку. Вот есть маркер у нас. Проводим визуально вот так вот линию прямую. И ротик будет чуть выше вот этой середины. Маркер четко посередине получается, чуть-чуть выше, буквально на несколько рядов. Начало ротика будет за 4-м рядом от вот этой пушистой пряжи. То есть вот здесь по высоте на несколько столбиков я отступила. И здесь за 4-м рядом. 1, 2, 3, 4. Вот здесь. Вот так. И напротив тоже отмечаем 1, 2, 3, 4. Вот где-то вот так. Теперь заправила черную ниточку, это мин, прячу узелок и вывожу вот в этой точке. Вот так. Иголочку убираю. Теперь еще разметим снизу. Здесь получается между 7-м и 8-м рядом необходимо поставить отметочку. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь. И теперь необходимо будет вложить ниточку вот здесь между рядами. Так, чтобы вот здесь она шла между 7-м и 8-м. Приблизительно вот так. Чтобы ниточка не сдвигалась, я зафиксирую ее вот этими иголочками. Вот так. Вот так. Также ведем по этой стороне. Сюда. И чтобы постепенно вот сюда перейти. Вот так. Вот такая будет улыбка. Смотрю, чтобы все было ровненько. Вот, мне кажется, вот здесь вот надо вот сюда скруглить немножко. Вот так получилось. Теперь фиксирую ниточку вот здесь.
Тут в натяжку она получается и хорошо закреплена иголочками. Здесь делаю узелок. Вот так. И теперь маленькими стежками я иду по вот этой ниточке. Вот прямо через нее. Для начала прячу узелок и вывожу иглу сразу вот сюда. Подтягиваю. И вот таким образом, возвращаясь на один шаг назад, вот так, я фиксирую эту черную ниточку. И вот эта улыбка будет более выразительная. Шаг получается где-то около 1,5 сантиметров. Иголочки вытягиваю уже, чтобы не мешали. Получается вот такая вышивка. Проходим так вот сюда полностью по всей длине. Встретимся, когда буду заканчивать здесь. Уже завершаю вот эту линию. Подхожу к краю. Вот предпоследний стежок. И последний. Сейчас сделаю узелочек, и ниточку вот эту можно будет спрятать. Вот здесь закрепляю. И прячу внутрь. Остаток отрезаем. Вот так получилось. Маркер этот я убираю. Сейчас будем пришивать глазки. Сделала разметку глазиков. Вот здесь получается от черного вот этого шва отступаем 2 ряда. 1, 2. А от низа 1, 2, 3, 4. Вот 4 ряд получается. И здесь 1, 2, 3, 4. И вот здесь 1, 2. Теперь заправлю вот этот остаток ниточки в иглу и буду пришивать. Пришиваю я как обычно. Вот здесь подхватываю за голову, за основную деталь. И под косичку. Под косичку вот эту. То есть, чтобы здесь вот эти оставшиеся линия вот эта. Мы вязали же с вами глазки за полустолбики. И чтобы вот эта линия оставалась. И выглядела аккуратно. И так продолжаю вязать по кругу.
за каждый столбик и за каждую петельку. Сейчас еще один раз покажу. Вот так. Принцип, я надеюсь, понятен. Пришиваем 2 глазика. Когда я подойду вот сюда уже к началу, буду подходить пришивание, добавлю совсем немножко холофайбера, чтобы глазки были чуть-чуть выпуклые. Ну, чтобы видео не затягивать, покажу уже в готовом виде. Пришила. Вот так получается. Сейчас будем делать утяжку бровей. Заправила ниточку основного цвета. Бровки, они немного будут наискосок, потому что у лабубу такие более хмурые бровки. И вот так наискосок сейчас сделаем утяжку. Для начала прячу узелок. Вот, то есть на ширину глаза. И вот таким образом маленькими стежками, как я в принципе не раз показывала уже это в своих видео, подхватывая холофайбер снизу, чтобы бровки были более выразительные. И делаем стежки вот здесь по прямой линии. Вот здесь я возвращаюсь на шаг назад, а вверху иду дальше. Вот, надеюсь, видно на камеру. Вы можете их сделать потоньше, потолще. Длину тоже брови, как вам больше нравится. То есть придавайте форму мордочки лабубу. Вот так. И идем по прямой линии. Здесь на шаг назад, а здесь продолжаем. Вот здесь я вперед иду дальше. Так, здесь вот на шаг назад. Здесь вот так. Иголку я стараюсь выводить здесь не между столбиками в отверстиях, чтобы они не растягивались, а вот в сам столбик. И поддеваю холофайбер. Так, и еще немножко. Вот так.
Стежки я делаю маленькие, чтобы не было протяжек вот здесь. Вот так получается. И так продолжаем. Мне, в принципе, достаточно. Такая бровь устраивает. Поэтому здесь я сделаю закрепку. И ниточку спрячу. Сделаю двойной узелок, чтобы хорошо закрепить. Спрячем теперь его. Вот, все аккуратненько. Точно так делаем сейчас с другой стороны. То есть я выведу здесь ниточку и также наискосок сделаю вторую бровь. Потом встретимся и сделаем скругление. Брови готовы. И сейчас здесь делаем скругление. Вот где вот эта бровка начиналась, вывожу сюда иголочку. И тоже вот такими маленькими стежками теперь здесь пройду по кругу. И выводить буду все время в одну точку, вот сюда. Так. Тоже подхватываю холофайбер. И вот так по одному стежку. Вот так получается. Так. Еще вот этот и еще один. И будет готово. Вот такая бровка. Так. Сейчас, по идее, это последний будет. Ну, я посмотрю. Сейчас выведу внизу. Вот, надеюсь, на камеру видно. Вот так получается. Теперь сделаю узелочек, ниточку спрячу и то же самое сделаю с вот этой бровкой.
Вот такие бровки получились. Также сейчас делаю узелок и ниточку прячу. Заправила оранжевую ниточку. Решила вот такой вот яркой все-таки делать носик. И теперь вывожу иголочку так, чтобы ширина носика была где-то на 5 столбиков, а высота 3 ряда. Так. Вывожу между третьим и четвертым рядом от центра. Вот этот первый, второй, третий и четвертый. Вот между ними вывожу, и будет где-то 1, 2, 3, 4, 5. Как раз 5 рядов. Ой, 5 столбиков без накида. Так. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. И высота 3 ряда. 1, 2, 3. Вот здесь по центру вывожу. И вот такой носик будет. Закрепляю. И вывожу сюда. Хотя, чтобы было легче вышивать, выведу его вот сюда, наверное. И вот обозначу треугольничек. Вот таким образом. Вот такой носик. И теперь вертикальными линиями, вот так вот вертикальными, вышиваю. Так. Полностью вот как мы отметили. Иголочка лучше, чтобы была тонкая. Вот так получается. И в общем вышиваем по всей длине носика. Я сделала вышивку. Теперь выведу ниточку вот сюда. И закрепку сделаю вот там вот как бы под глазиком, чтобы туда спрятать узелок. Чтобы, в общем, было удобно. Вот так. И теперь вот этот узелок спрячем под глазик. Вот таким образом. Хорошо подтягиваю. Вот так получается. Сейчас будем вышивать зубки. Заправила белую ниточку. У лабубу всего 9 зубов. Я сначала размечаю и вышиваю вот эту по правой стороне. Здесь будет 5 зубиков. И потом от центра размечаю уже 4 оставшиеся. Итак, вот носик. И вот здесь будет начинаться первый зуб. Вывожу иголочку
и прячу узелок. Ширина каждого зубика где-то 4-5 столбиков. Плюс-минус. Вот 1, 2, 3, 4. Сделаем вот здесь 4,5, чтобы не растягивались отверстия вот эти. И 3 ряда вниз это высота. Вот серединка будет. 1, 2, 3. И вывожу иголочку вот здесь. Таким образом. Вот первый зубик. Здесь я вот так вот фиксирую и вывожу рядышком. Вот так. Вот, разметили первый зубик. Здесь один, уже половинка здесь есть столбика. 1, 2, 3, 4. Ну, сделаем вот здесь за четвертым. Раз, два, три. Вот на высоту 3 ряда. И приблизительно вот по центру вывожу. Это второй. И так дальше иду, пока будут готовы 5 зубов. Снова вывожу вот здесь рядом. Один, два, три, 4. Вот сделаем 4,5. Так. Это третий. Один, два, три, 4. Вот так. Это четвертый. Сюда вывожу снова. И один. Вот здесь половинка есть. 1, 2, 3, 4. Вот так. Получается, вот мы разметили 1, 2, 3, 4, 5 зубиков. И теперь начинаю вышивать. Точно так, как носик. Один покажу. А остальные, чтобы не затягивать видео, уже самостоятельно. Вот так, придерживая ниточку. Вот так вышиваю. Стежок к стежку. Не затягиваем. Вот таким образом вышиваем. Вот один я уже вышила. И перехожу сразу на второй. И продолжаю точно так же.
Вот так постепенно провязываю все эти 5 зубов. Встретимся, когда дойду вот сюда. Итак, я вышила вот эту сторону зубки. И теперь точно так же, только иду в другую сторону и размечаю. 1, 2, 3, 4. Вот 4,5. 1, 2, 3. И на высоту 3 рядов. То есть делаю все точно так же, только теперь в другую сторону. Вывожу иголочку вот сюда и продолжаю так дальше. Когда дойду сюда, то вышиваю я уже не с этой стороны, а присоединяю ниточку вот здесь, чтобы точно так же идти влево, вышивать. Надеюсь, принцип понятен. Встретимся, когда закончим. Вот я закончила размечать 4 зубик. И вот здесь делаю закрепочку. Вот так. Зафиксировала уголок. И вот здесь внутри закрепляю. И прячу. Если вам удобно, можете, конечно, с этой стороны вышивать. Я сделаю, чтобы уже все было симметрично. Вот сюда выведу иголочку и сделаю вышивку еще 4 зубиков. Вышила зубки. Вот так получается. Теперь нам осталось сшить все детали вместе. Ушки я буду пришивать не вот здесь близко, а вот. Сейчас покажу боком. Сейчас пристегну. Вот так. Вот здесь. Вот. Пришивать я буду шелковой ниточкой. Заправляю в иглу сейчас и покажу, как пришиваем. Можете сразу пристегнуть 2 ушка, чтобы посмотреть расположение, чтобы все было ровненько. Вот. Одно я оставляю здесь. Закрепляю шелковую нить. Вот так. Все хвостики буду прятать внутрь. И пришиваю вот таким образом. Немного по диагонали. Вот здесь чуть-чуть меньше расстояние, здесь чуть-чуть больше. Но это по желанию, можете делать ровно, как вам больше нравится. И вот подхватываю вот здесь за голову и под косичку. Вот так снова сюда. И вот таким образом пришиваю по кругу. За каждую петельку. Вот, чтобы видео не затягивать, пришиваем самостоятельно. Одно ушко я пришила, делаю двойной узелок и ниточку
прячу вот сюда в шов, чтобы хорошо ее зафиксировать. Вот так. Точно так же пришиваю второе. Готово. Вот так получается. Сейчас будем пришивать ручки. Правую и левую ручку, чтобы не перепутать. Вот, определяемся. И пришиваю вот здесь, спустившись на 1-2 ряда. Пришиваю четко по бокам. Вот так. Сейчас закреплю вот эту ниточку шелковую. Это прячу внутрь. И вот таким образом пришиваю. Вот здесь вот хорошо насквозь. Вот так, чтобы не было пропусков. Так. И еще раз пройдусь. Так. И вот здесь, чтобы хорошо было пришито аккуратненько, тоже вот хорошо фиксируем. Теперь делаю закрепку здесь внутри. И ниточку отрезаю, оставляя хвостик. Вот так получается. Таким же образом пришиваем вторую ручку. Готово. Обе ручки пришиты. Спереди так выглядит и сзади. Теперь осталось пришить голову. И здесь самое важное — это хорошо наполнить холофайбером. Вот здесь, чтобы голова не телепалась. Поэтому сейчас наполню вот здесь холофайбером. И потом по мере пришивания еще добавлю столько, сколько необходимо будет. Сделала. Голову я буду пришивать в 2 ниточки, также шелковой. Сейчас вот здесь я закреплю по центру. Прикладываем голову. Вот, ровненько. И по кругу пришиваем. Так, вот ниточка.
Так. Пришиваю я вот такими стежками. Вот здесь. Вот так. И вот здесь. Вот так. Вот, надеюсь, на камеру видно. И когда подтянем, вот хорошо будет пришито. Надеюсь, принцип понятен. Чтобы видео опять же не затягивать, уже по кругу пришиваем самостоятельно. И очень важно, когда будем подходить уже вот сюда, то есть завершать пришивание, хорошо наполните холофайбером шею, чтобы голова вот так не провисала. Ну, я когда вот сюда вот буду дошивать, покажу, как я это делаю. Вот я уже подошла вот сюда к началу практически. Сейчас еще немножко вот здесь прошью и добавлю холофайбера. Вот так. Да, поплотнее, чтобы голова не болталась. Она будет немного подвижная, но как раз как нужно. Телепаться не будет. Вот еще можно немножко. Вот так. Теперь немножко прошью. И потом посмотрю, может быть, еще добавлю. Так. Так. Думаю, добавить еще немного. Вот сюда. Так. И заканчиваю пришивать. Хорошо подтягиваю.
вот здесь по центру заканчиваю там, где начинала. Вот качественно все пришито аккуратненько. Голова не болтается. Сейчас сделаю узелок и ниточку прячу внутрь. Ниточку оставлю длинную, чтобы спрятать. Двойной узелок. Здесь в шов несколько раз пройдусь. Так. И вот так. Ну что же, игрушка готова. Вот так выглядит. Я благодарю вас за просмотр, за внимание. Я надеюсь, вам было интересно и полезно вязать вместе со мной этого милого лабубу. Напоминаю, что к этому видео доступны субтитры более чем на 20 языках. Если языка вашей страны пока нет, обязательно напишите об этом в комментариях, мы постараемся добавить. Если у вас остались вопросы, с радостью отвечу на них также в комментариях. А если вам понравился мастер-класс, поддержите его лайком и напишите пару слов. Это очень помогает развитию канала и вдохновляет меня на новые проекты. Еще раз огромная благодарность. До новых встреч в новых проектах. И пусть ваше творчество приносит вам радость каждый день. Пока-пока.